Октубанк за последние полгода я начал его замечать очень часто. Хотя ранее такого не было. Но в моменте все остановки, все определенные баннеры появились, перекрашены под Окто. Что стало причиной такого резкого прихода? Для того, чтобы оставаться банком номер один, ты должен как раз-таки мониторить рынки. Могу сказать так, что мы гибкие в плане технологий. Ни для кого не секрет, у нас есть собственная команда разработки, и которая под запрос клиента может условно обработать заказ. Когда есть конкуренция, то она порождает как раз-таки развитие. В первую очередь стоит отметить именно доп-сервисы, которые мы предлагаем к приему платежей. Мы совмещаем и сервис, и доступную цену. Я скажу так, не будем раскрывать всех фишек. Я хочу сказать, что все сервисы, которые планируются, как раз-таки будут направлены на user experience. Друзья, всем привет! Мы продолжаем наши подкасты в мероприятии e-commerce Central Asia Expo. Сегодняшний наш гость Лимаренко Павел Александрович, директор департамента e-commerce в очень интересном Октобанке. Сегодня мы поговорим, чем занимается Октобанк в данном направлении, какие продукты есть и что планируется. Спасибо большое за уделенное время. Приветствую, очень приятно. На самом деле, Октобанк за последние, мне кажется, полгода я начал его замечать очень часто. Прям дико часто. Хотя ранее такого не было. Ранее был Узум, ранее были Капиталбанк, другие. Но в моменте все остановки, все определенные баннеры появились, перекрашены под Окто. Что стало причиной такого резкого прихода? Хочется отметить, что в 2023 году у нас образовался ребрендинг. Мы не просто поменяли логотип, а поменяли философию. Поэтому как раз-таки одна из коммуникаций с клиентами – это брендирование, как вы заметили, остановок, напоминание себе, чтобы мельком показывать клиентам, что этот банк существует. И хочется отметить тот факт, что пока что мы имеем сугубо один филиал по городу Ташкента. Дополнительная реклама, грамотный маркетинг, как раз таки позволяет бренду стать более узнаваемым. Вы сейчас руководите, получается, департаментом электронной коммерции в Узбекистане. Чем занимается на данный момент ваш департамент? Какие продукты имеет? На сегодняшний день департамент входит как интернет-эквайринг, так и торговый. В частности, сегодня предлагаю самую интересную тему это в интернет-эквайринге обсудить. Мы не так давно очень приятно получили дополнительную награду со стороны, то что за 2024 год мы банк номер один в Якоме. Поэтому предлагаю сегодня обсудить как раз-таки продукты в рамках Якома. Какие у вас сейчас, получается, в целом в данном направлении есть какие-то обновления? То есть эквайринг, я так понимаю, что не у всех есть, не у всех получается. Прием платежей так или иначе может большинство банков оказывать. Тут вопрос в деталях. Мы как продукт рассматриваем, стандартно это прием платежей, но есть также к приему платежей дополнительные сервисы в рамках интернет-эквайринга. В частности, к примеру, токенизация карточек, халдирование операций, то, о чем я как раз вчера рассказывал коллегам на конференции. Сплитование операций, многие называют это расщеплением, когда часть идет на платформу, часть участникам. Особенно маркетплейсы используют. Да, маркетплейсам это в первую очередь интересно. А также площадкам, к примеру, туристическим, условно похожим на Booking, которые в нашей стране представлены, и так далее и тому подобное. Поэтому в первую очередь стоит отметить именно доп-сервисы, которые мы предлагаем к приему платежей. В частности, также востребованный сервис это по приему карточек Visa, MasterCard иностранных, так как далеко не все банки имеют возможность их принимать. Данная услуга становится более востребованной с учетом того, что Узбекистан стал, и Ташкент в частности, очень привлекательным для туристов. Очень много туристов приезжает. Также товары и услуги, оказываемые со стороны Узбекистана в части импорта, также очень становятся востребованы со стороны наших близлежащих стран, и также в Европе, и возможность приема платежей по иностранным карточкам также очень актуальна и востребована. Вы пришли с рынка, где все эти операции сильно развиты, сравнительно того же самого Узбекистана. Какие были первые впечатления, когда вы пришли и увидели, условно, то, что здесь творится? Я бы сказал, что не то, что творится прямо. Здесь также происходит. Происходит. В первую очередь удивил популярность сервиса P2P переводов.
Вот, как вы ее используете. Тут не просто как у нас условно там собраться на день рождения, там переслать кому-то родственнику, либо за границу условно. Здесь P2P еще используется как в целом средство платежа. Вот для меня это было в новинку. И вот, Особенно для бизнеса еще. Да, особенно для бизнеса. Это вот как бы как наличными рассчитаться, то же самое, сбросить на карточку. И все очень так, прекрасно принимают их и спокойно делятся реквизитами. Да, вот. Поэтому P2P-шка очень в первую очередь заинтересовал. Почему так? С чем это связано? А с точки зрения работы с крупными мерчами, в принципе, у всех запросы плюс-минус из региона одни и те же. Поэтому в части классического e-кома как бы ситуация в этом регионе, что в России, Беларуси плюс-минус одинаково. Единственное, здесь хочется отметить, что по сравнению с белорусским рынком очень сильно востребованы QR-коды. Вот. У вас есть достаточно несколько крупных игроков, которые популяризируют эту оплату. Вот. И для меня вот это было как вот некой новинкой, наверное, по сравнению с белорусским рынком. То есть, получается, в любом случае сейчас на рынке появились новые продукты, которые позволяют бизнесу принимать платежи, грубо говоря, с разных источников. Тот же самый Рахмат, который недавно появился, условно-таки, на рынке, который с одним QR позволяет выбрать много опций. Смотрите, как вы оцениваете сейчас текущую ситуацию на рынке, особенно с оплатами, которые происходят условно на POS-терминалах, маркетплейсах, остальных, условно-таки, онлайн-магазинах, которые на данный момент в Узбекистане есть? На мой взгляд, рынок, и тут цифры подтверждают, дико растущий, можно сказать так, постоянно показывает рост. Рынок Узбекистана просто огромен, потому что сейчас в целом, вот как и многие спикеры вчера на выступлениях рассказывали, что в целом достаточно развит Ташкент. Для регионов это еще в новинку. Регионы даже, вот как Узум, например, делился информацией, то, что вот люди с неохотой и с боязнью идут, например, при заказе каких-то товаров там в ПВЗ, и в ПВЗ их уже учат, как это правильно делать, условно. Вот, поэтому, на мой взгляд, емкость рынка, она еще достаточно велика, и есть куда стремиться. В первую очередь, я считаю, что нужно работать с регионами, потому что там как раз-таки большая часть. Да, тот рынок, с которым еще предстоит поработать плотно. А с точки зрения технологий, с учетом того, что есть достаточно много игроков, кто в этом бизнесе, я считаю, что это только плюс, так как все будут стремиться в технологичность и сервис, что напрямую как бы сказывается в плюсе для клиента. Будут предлагать новые инструменты какие-то платежей, будут сокращать какие-то свои издержки временные, и в том числе и финансовые клиенты и так далее. Будут внедряться некие, возможно, инновационные плюшки, которых мы в ближайшее время узнаем, потому что когда есть конкуренция, то она порождает как раз-таки развитие. Угу. Смотрите, на данный момент, получается, как вы сказали, в рамках интернет-эквайринга вы даете несколько решений. Это прямые приемы, да, это холдирование, это разделение, условно-таки, о котором вы говорили. Какие из этих продуктов на данный момент на рынке более востребованы? Чаще Если смотреть по количеству обращений, в целом по портфелю клиентов, большинство из них нужны стандартные методы, просто по приему классических платежей. Там Visa, MasterCard, Hummus Card, все, больше ничего не требуется. Но если мы говорим про сегмент рынка крупного бизнеса, то там, конечно же, превалируют иные доп-сервисы, там, в виде токенизации условно, да, в том числе холдирование и так далее. Понимаем, что тот же крупный бизнес, конечно же, будет банку генерить больше объема и дохода, нежели стандартный клиент со стандартными методами, потому что там крупный клиент обладает большей клиентской базой, он узнаваем и так далее. Но с точки зрения количества обращений, то, конечно, превалируют классические стандартные методы. Если мы говорим про то, что генерит банку доход, то это уже как раз-таки не столь популярные доп-сервисы, но которые пользуются нашими уважаемыми крупными клиентами. Какие сейчас на данный момент, условно-таки, клиенты, которые решили для новых клиентов, что вы предлагаете, условно-таки, какие решения у вас, помимо того, что есть, что им предлагаете? Например, условно-таки, приходит к вам клиент B2B, хочет привязать к своему сервису эквайринг, принимать платежи. Что вы можете им предложить? И зачастую очень важно играет роль процент в данных решениях. Какие проценты вы предлагаете сравнительно других?
Могу сказать так, что мы гибкие в плане технологий. Ни для кого не секрет, у нас есть собственная команда разработки, и которая под запрос клиента может условно обработать заказ. А с точки зрения того, что мы конкретно клиентам предлагаем, тут зависит все от клиента, от его потребностей. И, как правило, интернет-эквайринг в целом, либо торговый эквайринг – это входная точка только. Клиента интересует куда больше. Клиенту необходимо открыть расчетно-кассовое обслуживание, счет. Для торгового эквайринга. И для интернета аналогично. Мы же должны куда-то зачислять. Как правило, это всегда счет в нашем банке. Потом международные переводы и так далее. Есть клиенты, которые приходят сразу, мне очень интересны клиенты, стартапы, резиденты IT-парка. В первую очередь у них свежие идеи и как раз-таки идеи с хорошей монетизацией, которые можно реализовать совместно. Как я и говорил, что самое сложное это на вчерашнем выступлении, это создать свой бизнес. Дальше мы как банк поможем, чтобы он масштабировался, мы за результат. И здесь мы как раз помогаем идеи реализовать технически. Сейчас многие те же самые крупные маркетплейсы, которые приходят на рынок, которые создаются, они, как, к примеру, Zuma показывает, что они сделали свой банк для того, чтобы, возможно, снизить эту эквайринговую нагрузку, да? Насколько выгодно маркетплейсу, условно таки, который только создается, идти к вам, в целом, у многих есть решение, если более конкретно к процентам идти, насколько это гибко? На самом деле у нас сейчас достаточно, наверное, если не самые выгодные, то одни из самых выгодных условий на рынке. Да, как я вчера отмечал, что несмотря на наши награды, технический стек и так далее, но условия на рынке в части платежек у нас выгодны для клиента. Мы совмещаем и сервис, и доступную цену. Поэтому в части, если закупите рынок, можете посмотреть, то, к примеру, с карт Хомо у нас от 0,8. Немногие подобные ставки дают. Если в среднем по рынку, она где-то стоит процент, к примеру. Да. От 1% даже идет. Да, поэтому в части ставок мы очень привлекательны и доступны для клиента. Международные у нас карточки, если она локальные, то 1,5%, а если конкретно банк-эмитент не резидент, то 3,5%. 3,5%. Это на самом деле очень интересно. Если, получается, международные карты находятся только с местных банков, 1%. Из-за чего это разница? Тарифы платежек. Обработка транзакций, карточки локального банка и международные, они между собой отличаются. В этом все косты. На данный момент на рынке проходит очень много, условно таки, решений. Вы как банк предлагаете это решение, условно таки, бизнесу. Соответственно, когда мы говорим о том, что бизнесу этот онлайн-платежи должны развиваться, соответственно, бизнес должен масштабироваться в регионы, чтобы предлагать свои услуги, чтобы через вас потом люди могли оплачивать. Делает ли Октобанк что-нибудь для того, чтобы повысить те же самые доверие людей, как вы сказали, отметили в регионе, все еще к недоверием относятся к онлайн-покупкам? Потому что там, условно таки, сейчас рост мошенничества очень большое. То есть делает ли Октобанк что-нибудь для того, чтобы поднять уровень доверия к онлайн-платежам? С точки зрения доверия, мы можем сказать, что у нас самые безопасные платежи, мы поддерживаем все стандарты по безопасности международных платежных систем в том числе. С точки зрения безопасности при оплате в интернете с Октобанком это действительно безопасно. Ваши данные под защитой, и мы можем гарантировать секьюрность подобных платежей. С точки зрения донесения это до клиента, тут уже командная работа вместе с крупными мерчами. Мы понимаем, что одной безопасности, то, что там Октобанк будет говорить, это безопасно и недостаточно. Клиенту, в принципе, нужно поменять вектор мышления в части того, что это не только безопасно, но и удобно. Большинство людей считают, что не хочу заморачиваться, мне проще сходить, например, ножками и заплатить или сделать заказ. А это как раз-таки совместная работа вместе с крупными игроками. Они также заинтересованы в рынке регионов. Сами понимают, какой там потенциал. И сейчас у партнеров также ведутся работы насчет того, чтобы поменять этот ход мышления, сделать продукт еще более удобным и доступным для пользователя. И здесь в первую очередь, конечно же, играет и онбординг. Как ты клиенту объяснишь, как ты доведешь информацию, как у него пройдет первый пользовательский опыт.
с этим приложением. Это же тоже очень сильно зависит. Если ему, например, будет сложно, неудобно, непонятно, маловероятно, что он вернется к этому решению. Он продолжит там верить в кэш и совершать за наличные покупки. Говоря о партнерах, которые мы говорим, о крупных мерчантах, с помощью которых банк продвигает, условно-таки, доверие к онлайн-платежам, банковским услугам в разрезе, грубо говоря, онлайн-эквайрингу, какие, условно-таки, конкретные кейсы можно будет привести? Ну, в целом, как бы ни для кого не секрет, что мы работаем с Яндексом. Ну, и Яндекс — это такой крупный, интересный, технологичный партнер, который как бы знает все и услугами которых, наверное, пользуются на рынке Узбекистана большое, подавляющее, наверное, количество людей. Мы понимаем, что у него есть, например, суперприложение его, в которое сосредоточено несколько сервисов. На мой взгляд, это абсолютно правильное решение, когда столь технологичный партнер идет в историю омниканальности, когда в одном приложении сразу доступно несколько сервисов, а не каждый сервис в отдельности. Для клиента это также гораздо удобнее. Это связано и с привязкой платежных инструментов и так далее. Но говоря про таких интересных партнеров, мы понимаем, что он даже, наверное, в большей степени заинтересован, чтобы его сервисами, услугами пользовались как можно большее количество людей. Мы постоянно видим обновления в этом приложении, добавление новых сервисов. И самое главное, что здесь, наверное, сохраняется историчность операций клиента для самого клиента. И условно здесь в речь вступают алгоритмы, в действие вступают алгоритмы, которые помогают подстраиваться под поведение клиента и делать интересные для него предложения, исходя из его истории. То есть, получается, сейчас все продукты Яндекса, которые на рынке есть, они обслуживаются исключительно Окту? Ну, в части Якома могу сказать, что да. На самом деле, в Яндексе сейчас даже очень интересно идет история того, что Яндекс.Маркет зашел на рынок. Сейчас уже рынок начал более прогрессивнее идти. И в целом, мне кажется, что в ближайшее время будут определенные уже скачки на рынке. Как вы считаете, для того, чтобы рынок e-commerce в Узбекистане имел, условно-таки, какой-то большой скачок, что конкретно нужно рынку или что не хватает рынку для таких скачков? На самом деле, в целом, рынок предоставил все возможные условия для роста и развития. Мы видим, что у нас нету какой-либо монополии с точки зрения маркетплейса, к примеру. Да? У нас долгое время был на рынке, точнее, как факт, на рынке Узбекистана был Озон. А в дальнейшем у нас приходят игроки Wildberries, Озон, Яндекс, уже есть конкуренция. В дальнейшем, с учетом такого количества крупных игроков, как я говорил ранее, конкуренция порождает дополнительное развитие сервиса. Каждый из сервисов, маркетплейсов, который представлен, будет так или иначе бороться за клиента, предоставлять дополнительные некий пакет услуг, возможно, доп-сервис, сокращение времени на доставку, например, акционные товары и так далее. Тут же от партнера еще зависит, как у него выстроена логистика, кто у него представлен на самом маркете, как он взаимодействует со своими продавцами непосредственно, его сетка ПВЗ и так далее. Здесь сейчас будет именно борьба за клиента, и подобные маркетплейсы будут все больше и больше предлагать новый уровень сервиса, в котором в конечном итоге выигрывает клиент. Ну и, конечно же, и сам маркетплейс, потому что он становится более технологичным. Развитие ведется, как правило, с сокращением каких-либо издержек, процесс налаживается, автоматизируется и так далее. Поэтому в этом процессе созданы все условия для конкурентной борьбы, и в итоге надеемся, что увидим в ближайшее время нечто новое. Абсолютно согласен, на самом деле. С ростом маркетплейсов, соответственно, налаживаются больше процессов, и это плюс маленьким игрокам, которые есть на рынке. То есть, смотрите, для больших игроков, таких как Яндекс, Озон, в любом случае есть определенные условия, которые для них, они могут повлиять на то, чтобы процесс быстрее наладился, так или иначе, потому что они выигрывают за счет того, что это все как лучше происходит. Что насчет тех игроков, которые, условно-таки, не сильно большие? Те же самые онлайн-шопы, онлайн-магазины, которые есть. Здесь
Здесь хороший вопрос. Поведенческая модель, вот, на мой взгляд, жителей Узбекистана, что они в целом полюбили маркетплейсы. Для них это как поход на рынок, наверное, можно также сравнить. Либо рынок, либо маркетплейс. Что касается неких местечковых онлайн-магазинов, я думаю, здесь именно стоит смотреть на тот спектр товаров, что они предоставляют. Возможно, это некие те товары, которые либо не представлены, либо мало распространены на маркетплейсах. Вот. И, возможно, здесь как раз-таки стоит говорить, вот подобные интернет-магазины имеют свою нишу и свою клиентскую базу. Поэтому здесь, если это так, то им, наверное, не стоит сильно переживать. Либо, как правило, подобные интернет-магазины еще дополнительно размещаются где-то на маркетплейсах. Можно встретить и подобные кейсы. Согласен. Сейчас, на самом деле, как на рынке России показывается то, что очень огромное количество есть, помимо того, что в Вайлдберрисе предоставлены, они имеют свои шопы, где предоставляют свои услуги, так или иначе. То есть, получается, маркетплейсы же как? То есть, есть огромное количество выбора, а многие хотят показать индивидуальность, индивидуальный подход, индивидуальные эти. Я имею в виду, что как, условно, таким маленьким игрокам на рынке, то есть, повлиять на какие-то процессы в e-коме. То есть, как крупные, они не могут повлиять. Быть уникальным, предоставлять такой уникальный товар, либо услугу, которая вот не распространена, отличаться от массы рынка, где они представлены. Это может быть как сам товар, так и тот сервис, возможно, который они оказывают. Условно, если ты заказываешь на маркетплейсе, они там доставляют в лучшем случае на следующий день, либо там встречается вариант, что там можешь вечером условно забрать. Здесь там можно работать с сервисом в части доставки. Либо какая-то программа лояльности, еще что-либо. Подобными фишками выделяться со стороны клиента. Понятное дело, клиент в первую очередь смотрит на стоимость, когда он выбирает себе товар. Но, тем не менее, клиентам есть категория клиентов, которым важен и сервис, и в том числе время доставки. Когда выбрал, и он хочет получить здесь сейчас. А мелким магазинам со своей категорией товаров это предоставить этот сервис значительно проще, чем таким крупным игрокам, как те маркетплейсы, о которых мы говорили ранее. Поэтому здесь, если ты подобный местечковый магазин, да, у тебя должна быть своя категория товаров. И второй, ты должен оказывать соответствующий уровень сервиса, который, возможно, по каким-то причинам недоступен в крупных маркетплейсах. Если мы говорим о том, что так или иначе бизнесы приходят в маркетплейс, они размещаются и продают с помощью их эквайринга, который установлен у них, и есть бизнесы, которые открывают, как мы сказали сейчас, свои интернет-магазины и продвигают свои услуги. Для того, чтобы к вам подойти, данную услугу заказать, сколько времени может занять, условно таки, внедрение эквайринга в систему, если все со стороны клиента готово? Если все со стороны клиента готово, то несколько дней. На самом-то деле у нас Open API, клиент может сам нам коннектиться, но опять же, если мы говорим про неких крупных игроков, то зачастую у них есть свои требования по технической части. И здесь уже вопрос может решаться либо полностью кастом делается под них, коннект, к примеру, некоторые маркетплейсы могут работать со своими PSP. У нас банк собственный процессинг, собственный PSP, мы оказываем in-house все. Здесь необходимо будет немножко менять коннект, так как нужно, к примеру, подключаться и делать интеграцию еще с PSP. А у крупных игроков обычно свои требования к отчетности и так далее, можно перечислять. Если все устраивает, тогда это займет несколько дней буквально. Если есть какие-то доп. Хотелки, повторюсь, мы гибкие, мы все можем кастомизировать и сделать. Но, конечно, потребуется немножко больше времени. Угу. Какие планы у Октобанка в целом в данном направлении в ближайшие, условно, такие лет 3-5? Помимо того, что продукты, которые у вас на данный момент в вашем департаменте предлагаются, будут ли запланированы новые продукты? Безусловно. Именно смотрим. Во-первых, для того, чтобы оставаться банком номер один, ты должен как раз-таки мониторить рынки, смотреть тренды. Безусловно, есть направления по применению искусственного интеллекта, о котором не говорит только ленивый. Да? Есть дополнительные инструменты платежей, которые также сейчас популяризируются в других регионах. Помимо технологий, хочется еще все-таки сосредоточиться на сервисе, потому что
Рынок Узбекистана, да, у него колоссальный рост, у него большая емкость. И с учетом количества банков на территории, там вот свыше 30, там порядка 40 их, то мы понимаем, что этот кусок пирога захотят еще и другие. И для того, чтобы сохранить лидирующие позиции, ты должен все-таки помимо технической составляющей еще работать над сервисом, чтобы клиентам не захотелось смотреть по сторонам. Ты должен ты должен быть удобен как банк, оказывать наиболее количество услуг помимо эквайринга, чтобы клиент ты полностью комплексно смог удовлетворить по всем его хотелкам. Ну и в том числе работать над теми дистанционными инструментами общения с банком, которые у нас сейчас есть. Непосредственно улучшить их, чтобы клиентам было удобнее, информативнее, чтобы можно было получать наибольшее количество операций, несколько кликов и так далее. Тут в целом третья часть работы это связано непосредственно с сервисом. Угу. А сейчас многие на рынке ждут появления, условно таки, платежей тех же самых, чтобы отказаться от карт физических и прийти уже больше к оплате через телефон. То же самое Google Pay, Apple Pay. Какие планы в эту сторону? На самом деле не все, наверное, знают, но подобная технология, она не новая, даже сейчас присутствует на рынке. Есть в том числе и наше приложение действующего Октобанка позволяет токенизировать карточки банка. И потом в дальнейшем ими рассчитываться. Да, это не Samsung Pay, не Apple Pay, но если у вас устройство на Android, вы можете токенизировать свою карточку, ту же визу, к примеру. То есть, если говорим о том, что, условно таки, есть определенные, с одной стороны, да, вы можете токенизировать, платить с помощью своего Android, а что насчет общей массы, тех же самых мировых решений, где вы не только сможете, условно таки, здесь оплачивать по тем терминалам, которые здесь есть, но и в других странах тоже? Если мы говорим про международные карточки, то данное решение, которое есть у нас в банке, вы можете рассчитываться не только на территории, условно, Узбекистана. Если мы говорим про в целом мировые решения, их приход к нам на рынок, то я думаю, в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Если не ошибаюсь, в конце прошлого года уже были соответствующие статьи, которые говорили о том, что работы ведутся в данном направлении. С учетом того, как население данной страны принимает, особенно Ташкент, к примеру, всегда подхватывают все инновационные способы оплат, все технологии очень хорошо воспринимаются. У вас, в принципе, население очень здорово относится к образованию. Очень похвально, что столько есть иностранных школ, также в IT-шку очень хорошо смотрят. Я считаю, что это вопрос времени, когда как только это внедрится у нас в стране, это моментально станет популярным. Еще для меня, наверное, из тех стран, где я был, Ташкент, наверное, номер один по любителям айфонов. У вас самая распространенная модель телефона — это iPhone. Поэтому с приходом Samsung Pay, Apple Pay тут как раз-таки сразу будет все же, много мне кажется, что на рынке преимущественно больше Android пользователей, которые на данный момент прям непосредственно ждут Google Pay. И, соответственно, мы в какой-то мере ждем Apple Pay, чтобы оплачивать. Потому что не всегда удобно, даже в тех же самых торговых эквайрингах, которые предоставлены в виде POS этих, удобно давать карточку, говорить пин-код и это делать. Поэтому, соответственно, приход, мне кажется, что изменит культуру того, что мы даем карточку, говорим пин-код, что стало абсолютной нормой. Есть еще альтернатива POS-терминалам классическим. Есть такое определение, как soft POS. Условно, когда телефон, опять же, пока что на андроиде, потому что мы все помним, что у айфона закрытая система, и там очень сложно получить доступ к NFC, то на базе андроида есть дополнительные приложения для телефонов, которые позволяют превратить телефон в терминал. И ты можешь просто по NFC прикладывать и быстро совершать оплату. Все же ушли в торговый эквайринг по большей части. Возвращаясь к интернет-эквайрингу, насколько сейчас она прям популярна, как вы считаете? На мой взгляд, это сейчас услуга в целом востребована. Все понимают, насколько это и удобно, и быстро. Это в первую очередь, наверное, экономия времени. Поведенческая модель как связана? Когда человек раз пробует, когда ему понравится, когда user experience пройдет на ура, очень сложно возвращаться к чему-то более долгому и сложному. Ты уже я по аналогии с корзинкой Go, к примеру, с приложением по доставке еды, либо с тем же Яндексом доставкой. Нет нужды больше ходить по магазинам.
Если ты там условно проголодался, не хочешь никуда идти, там, или закончились продукты, все, в 3 клика заказал, тебе привезут. Удобно, удобно. Оплатил онлайн. Да, оплатил онлайн. Заказ такси аналогично и остальные агрегаторы. Дистанционно, когда ты что-либо делаешь, оплачиваешь, ты в первую очередь экономишь время. Время — это, наверное, сейчас тот самый ценный ресурс, за который все и бьются, исходя из автоматизации, технологий и так далее. Все что-то сокращает время на что-то. То же самое здесь, в интернет-эквайринге. Ты сокращаешь время и тем самым увеличиваешь доход владельца бизнеса. Да? Да. Это вин-вин с обоих сторон, потому что ты предоставляешь дополнительный канал для клиента, и который сейчас, он на самом деле очень популярный, и действительно мы видим из раза в раз только рост его по объему. На самом деле, с одной стороны, если мы говорим о том, что весь рынок должен расти, это когда физические лица покупают у бизнеса, а у вас продукт для бизнеса, то есть у вас B2B решение, которое предлагается бизнесу. В том числе, конечно, это B2C можно считать, потому что пользуются клиенты. B2B — это если мы говорим уже конкретно про некие там системы дистанционного входа в банк, там, обслуживания. Это уже полностью чисто B2B. В целом сейчас все решения в кооперации, можно сказать, так действуют в рамках доработки действующих решений, которые есть на рынке. И партнер, и банк действуют уже сейчас сообща. Все мы понимаем там некие кап-брендинговые продукты там, и так далее, где конкретно идет запрос дополнительно в банк. Есть требования, к примеру, по технике в части там, интеграции отдельных, чтобы, опять же, сделать более безопасно, сократить и так далее. И здесь мы идем плотненько вместе с партнером над этими решениями и реализовываем их совместно. Это на самом деле довольно-таки важная часть развития рынка, потому что во многих странах тоже самых, условно-таки, процесс даже установки всего этого сильно усложнено. По крайней мере, мы в Таджикистане мы планировали кое-какие моменты условно-таки реализовать. Там есть очень сильная отсталость от интернет-эквайринга. Какие конкретно продукты новые, которые условно-таки планируются в ближайшие годы, вы планируете запустить на рынок? Что, как вы сказали, у вас новая философия, вы хотите новое что-то принести на рынке. А касательно данного вашего департамента, который вы сейчас продвигаете? Я скажу так, не будем раскрывать всех фишек. Я хочу сказать, что все сервисы, которые планируются, как раз-таки будут направлены на user experience. И как для клиента, и как для наших бизнес-партнеров. Сейчас, помимо технологий, там операции, возможно, будут обрабатываться еще быстрее, если мы говорим про перспективу нескольких лет, проще для клиента. Мы условно считаем, что, возможно, будет некая альтернатива, там, 3DS-ввода и так далее, потому что мы все знаем, что сейчас на рынке используется очень хорошо искусственный интеллект в тех же платежках, который по ряду маркеров определяет там, покупательскую способность клиента, его историю, нахождение и так далее. Очень много параметров соединяется воедино, и тогда уже дается условный ответ. В том числе мы понимаем, что на перспективу этих нескольких лет возможно и упрощение этой процедуры. Сам инструмент платежа. Сейчас тоже, я понимаю, с учетом роста и технологической вооруженности большинства партнеров, и в том числе готовности крупных игроков в виде платежных систем развиваться дальше, возможно, мы увидим нечто новое в части самого инструмента платежа. На самом деле у нас на этом мы можем больше не утомлять вас. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что в скором времени мы можем с более тщательной подготовкой прийти и более показать продукты вашего банка в формате не подкаста, а интервью, где мы не только показываем, как это все рассказываем, как это все работает, но и покажем. Поэтому нам было бы интересно на самом деле это показать. Мы зачастую в наших подкастах это все показываем. В рамках данного мероприятия у нас есть ограниченные ресурсы, где все это мы в таком формате. Но в любом случае мы будем держать связь с вашими коллегами. И надеюсь, в ближайшем будущем мы покажем то, что у вас происходит внутри, как это все работает, как это все связывается, как ваши мерчанты, условно таки, предоставляют услугу, в тот же самый Яндекс, который, мне кажется, которого все знают, да. Надеюсь, что новые клиенты смогут воспользоваться данной услугой с минимальной бюрократией для привязки. И, соответственно, куда обратиться новым клиентам, которые могут быть заинтересованы в ваших услугах?
Конечно же, в Октобанк. И у нас есть отдельный раздел на сайте как раз-таки для отправки быстрой заявки. И мы очень оперативно всегда отвечаем. Будем рады видеть новых клиентов в Октобанк. Спасибо большое, Павел. Взаимно благодарю вас.